Некоторые неисправности двигателя приводят к потере мощности, но не всегда могут быть определены при помощи диагностического сканера. Причиной этого может быть неправильное взаимное положение коленчатого и газораспределительных валов. Проверка правильности установки фаз газораспределения классическим способом часто бывает трудоемкой, продолжительной и затратной. Рассмотрим альтернативный способ проверки фаз газораспределения при помощи мотор-тестера на примере автомобиля Deo Nexia. Владелец данного автомобиля обратился на СТО с жалобой на пониженную мощность двигателя и повышенный расход топлива. Подключение прибора очень простое. Подсоединяем USB-автоскоп к USB-порту компьютера, используя USB-шнур. Подключаем к USB-автоскопу высоковольтный адаптер при помощи соответствующего шнура. Подаем на адаптер питания от аккумуляторной батареи автомобиля. При этом соблюдаем правильную полярность. Черный крокодил подключаем на минус, красный на плюс. Отсоединяем от свечи зажигания первого цилиндра высоковольтный провод и подключаем его к разряднику. Черный емкостной датчик используется для синхронизации с искрой первого цилиндра, что позволяет измерить угол опережения зажигания. Подключаем датчик к адаптеру и устанавливаем на высоковольтный провод первого цилиндра. Датчик давления в цилиндре необходим для получения графика давления в цилиндре без воспламенения. Подсоединяем разъем сигнального кабеля датчика к первому входу USB автоскопа. Подаем на датчик питания от аккумуляторной батареи автомобиля. Демонтируем свечу зажигания первого цилиндра. И устанавливаем на ее место датчик давления. На этом двигателе колодец свечи зажигания глубокий, поэтому устанавливаем датчик давления через пневматический удлинитель. Блокируем подачу топлива в цилиндр путем отключения разъема от бензиновой форсунки первого цилиндра. Открываем программу USB осциллограф и включаем режим PX. В данном случае был применен пневматический удлинитель датчика давления, поэтому на панели плагина указываем тип сенсора PX плюс Longer. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостом ходу. В окне программы включаем запись данных. И через пару секунд плавно поднимаем обороты двигателя до 3000. Закрываем дроссельную заслонку. Ждем холостого хода. После чего резко полностью открываем дроссель. По достижению 3000 оборотов в минуту закрываем дроссельную заслонку. Выключаем запись осциллограмм. Рассмотрим полученный график давления в цилиндре. Программа автоматически определила отклонение позиции характерных точек графика. Смещение точек D и E влево указывает на слишком раннее открытие выпускных клапанов. Смещение точки I влево указывает на слишком раннее открытие впускных клапанов. Проведем анализ записанных осциллограмм при помощи скрипта PX Андрея Шульгина. Для этого в окне программы USB осциллограф выбираем пункт «Выполнить скрипт». В результате получаем несколько вкладок отчета. Вкладка «Репорт» текстовая. Здесь отображаются следующие величины. Геометрическая степень сжатия 10 к 1. Это несколько завышенное, но допустимое значение для данного двигателя. Если в одном из цилиндров степень сжатия ниже, чем в остальных, то это может указывать на изогнутый шатун вследствие гидроудара из-за попадания в цилиндр значительного количества воды. Если степень сжатия повышена, то это может указывать на отложение большого количества нагара в камере сгорания из-за попадания в камеру моторного масла. Также во вкладке «Репорт» отображается величина потерь газа на такте сжатия и рабочего хода – 17%. Для исправного двигателя эта величина должна находиться в диапазоне от 10 до 20%. Увеличенное значение потерь газа может указывать на снижение пневматической плотности цилиндра. Это может быть износ компрессионных колец или дефект клапанов. Вкладка «Количество» отображает для первых 5 циклов работы двигателя диаграмму количества газа в цилиндре в зависимости от положения поршня и от такта работы цилиндра.
Зеленый фрагмент диаграммы отображает процесс наполнения цилиндра на такте впуска. Начало синего фрагмента отображает конец процесса наполнения цилиндра. Начало горизонтального участка синего фрагмента указывает на конец закрытия впускного клапана. Желтый фрагмент соответствует такту рабочего хода. График давления в цилиндре был записан без воспламенения, поэтому горизонтальный участок желтого фрагмента фактически соответствует разжатию газа в цилиндре. Клапана при этом закрыты, поэтому количество газа в цилиндре практически не меняется. К моменту начала открытия выпускного клапана газ в цилиндре разряжен, поэтому, как только выпускной клапан начинает открываться, в цилиндр начинает засасываться газа из выпускного коллектора. Конец горизонтального участка желтого фрагмента указывает на начало открытия выпускного клапана. Красный фрагмент диаграммы количества газа в цилиндре отображает процесс выпуска газов из цилиндра в выпускной коллектор. Для большинства серийных двигателей начало горизонтального участка синего фрагмента и конец горизонтального участка желтого фрагмента должны находиться один над другим приблизительно на отметке 145 градусов. В данном случае выпускной клапан начал открываться на 130 градусах после верхней мертвой точки, то есть на 15 градусов раньше. Впускной клапан закрылся также на 15 градусов раньше. Форма участков диаграммы красного и зеленого цвета в районе фазы перекрытия клапанов типична для ранней установки фаз газораспределения. Вкладка «Фазы газораспределения» также отображает диаграмму количества газа в цилиндре, но здесь уже в зависимости от угла поворота коленчатого вала. Зеленый фрагмент диаграммы отображает процесс наполнения цилиндра на такте впуска. Начало синего фрагмента отображает конец процесса наполнения цилиндра. Начало сектора синего фрагмента указывает на конец закрытия впускного клапана. Сектор желтого фрагмента соответствует разжатию газа в цилиндре. Конец желтого фрагмента отображает процесс перетекания газа из выпускного коллектора в цилиндр. Конец сектора желтого фрагмента указывает на начало открытия выпускного клапана. Красный фрагмент диаграммы отображает процесс выпуска газов из цилиндра в выпускной коллектор. По диаграмме фаз газораспределения видно, что выпускной клапан закрылся за 160 градусов до верхней мертвой точки, то есть на 15 градусов раньше. Выпускной клапан начал открываться на 130 градусах после верхней мертвой точки, то есть на 15 градусов раньше. По диаграмме наглядно видно, что фазы газораспределения установлены несимметрично. Форма диаграммы в районе фазы перекрытия клапанов типична для ранней установки фаз газораспределения. Вкладка «Опережение» отображает диаграмму угла опережения зажигания в зависимости от оборотов и нагрузки. Чем больше нагрузка на двигатель, тем теплее цвет графика. К примеру, на 3000 оборотах в минуту угол опережения зажигания без нагрузки был равен 40 градусам, а под нагрузкой 20. Фрагменты графика синего цвета отображают угол опережения зажигания под минимальной нагрузкой и соответствуют режиму принудительного холостого хода, или другими словами режиму сброса оборотов. Вкладка «Выпуск» отображает диаграмму количества работы, затрачиваемой на выталкивание газа из цилиндра. Косая линия красного цвета отмечает предельно допустимый уровень затрат на выпуск. Если диаграмма располагается заметно выше этой линии, то это свидетельствует о повышенном сопротивлении выпускной системы, например, вследствие разрушения катализатора. Проведенные измерения предоставили нам следующие результаты. Фазы газораспределения установлены неправильно, а именно: впускной распредвал спешит на 15 градусов, что соответствует ошибке установки на один зуб ремня газораспределения. Выпускной распредвал также спешит на 15 градусов. Геометрическая степень сжатия немного завышена. Пневматическая плотность цилиндров в пределах нормы. Угол опережения зажигания на всех режимах работы двигателя задается блоком управления правильно. Сопротивление системы выпуска от работавших газов в норме. Классический способ проверки подтвердил факт неправильной установки фаз газораспределения, что сразу же и было исправлено. После устранения неисправности еще раз перепроверим фазы газораспределения при помощи мотор-тестера. Открываем программу USB осциллограф и включаем режим PX. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостом ходу.
В окне программы включаем запись данных. Плавно поднимаем обороты до 3000. Закрываем дроссельную заслонку. Резко полностью открываем дроссель. По достижению 3000 оборотов в минуту закрываем дроссельную заслонку. Выключаем запись со осциллограммы. Во вкладке «Репорт» все осталось по-прежнему. По диаграмме количества газа в цилиндре видно, что теперь начало горизонтального участка синего фрагмента и конец горизонтального участка желтого фрагмента находятся один над другим на отметке 147 градусов, что соответствует норме для большинства серийных двигателей. В районе фазы перекрытия клапанов диаграмма теперь имеет правильную форму. По диаграмме фазы газораспределения наглядно видно, что теперь фазы газораспределения установлены симметрично. В районе фазы перекрытия клапанов диаграмма имеет правильную форму. Диаграмма опережения зажигания по-прежнему отображает правильную работу подсистемы опережения зажигания. Угол опережения зажигания регулируется по оборотам и по нагрузке. Диаграмма затрат на выпуск осталась практически прежней и располагается заметно ниже косой линии красного цвета, отмечающей предельно допустимый уровень. По результатам тестового заезда владелец данного автомобиля отметил улучшившуюся приемистость двигателя, а чуть позже сообщил об уменьшении расхода топлива. От выяснения причин увеличения геометрической степени сжатия владелец автомобиля отказался.